Ребята, привет! У меня полив орхидей. Решила их поснимать со стеллажей и пополивать. Тоши кокоши. Тоши я, кстати, недавно поливала. Он еще влажный. Такой вот кустик у него, видите, в закрытой системе он растет у меня. Но он, конечно, бесподобный, девочки. Тоши бесподобный. Вечерняя съемка, такой полумрак. Красивый Тошка. Он мне очень нравится. Так, это бабочка кимоно. Что-то они у меня все как и цветоносы их тянут вот так вот в бок. Ну, кимоношка в этом году пока молодец. Молодец. Она каждый год молодец. В этом году вообще отличница. Отличница. Ведьминница. Смотрите, сколько у нее. 6 цветочков, вот 7-й бутончик. Если я сейчас не буду ее туда-сюда хватать и раскачивать, то бутончик останется целым. Так, и вот тут моя красавица Измаэли на 2 цветоноса. Но я вижу, девочки, что уже цветонос начал сбрасывать цветение. Это прошлого сезона цветонос. Я смотрю, что мне не очень нравится ее, так, зарядки, ее тургор. Так, вот это цветонос нового цветения, нового сезона. И смотрите, начались солнечные дни. В этой локации стало жарковато. И ее цвет и так не был яркий, но сейчас вообще такой стал, видите. Вообще выгорела. Стала такая вот невыразительная. А когда только вот тут вообще. Видите, вот этот, мне кажется, цветонос надо уже срезать. Тут вот я вижу, может почка проснуться, так что можно срезать до вот этой вот почки. Кстати, кто-то меня из девочек в комментариях спрашивал насчет того, что как вот срезать цветоносы, что типа срезали, да, вот первой живой почки, и орхидея не разбудила цветонос в итоге. То есть почка не проснулась. Да, такое бывает. Это может случиться и через год, и через 2. То есть, если вас не смущает торчащая зеленая палка, она может вообще в итоге, по итогу ее вообще просто засушить. Эту торчащую зеленую палку. Так вы не дождетесь, когда там что-то произойдет. А может уже через пару недель активировать и начать опять цвести, смотря в каком она периоде. В периоде цветения и буйствуют вот эти все активные гормоны, которые отвечают за цветение. А если она уже вошла в период вегетации, и процессы, отвечающие за вегетацию, направлены на то, чтобы был рост корней и листьев, и тогда ничего не произойдет, никакого цветения не будет. Такое бывает. У меня есть орхидеи, Леодора, например, у которой зеленые цветоносы уже несколько лет, и вроде там живых почек, видимо, невидимо, а вот так они и торчат, и ничего не будет. Дает новый цветонос, а старый цветонос уже готовый, казалось бы. Я их даже не обрезаю, с живой видимой почкой не желает будить. Так что вот так, девочки. Вот отсюда я снимаю всех красавиц, разгребаюсь. Почему? Потому что хочу добраться до вот тех, которые там стоят, и полить. Ой, моя красотка, вот это вы все ее знаете. Моя Тамара. Ой, ну как тебе показать? Как тебя показать? Прелесть ты моя. Прелесть ты моя. Знаете, вот такое, конечно, странного вида цветения. Вот эти странные
чашелистники, как я их называю. Здесь был цветочек. Вы представляете? Вот на каждом этом месте был когда-то цветочек. Она цвела, там был бутончик, а потом цветочек. И она продолжает и продолжает это все наращивать, доращивать. Понимаете, это какой-то капец. Да? Получается, да? Или некоторые пропущены? Но, возможно, некоторые пропущены места. Но нет, но здесь был на каждом. Ну, давайте я увеличу. На каждом был цветочек. Вон, видите? Место. Вот, тут бутончик был, тут. Ну, в общем, да. Ну, картина, конечно, маслом. Мне это напоминает заросли какого-то дикого кустарника. Знаете, как вот в таких вот местах с жарким климатом, там, где дефицит влаги, стоит растение, у которого какие-то странные ветки без листьев. И вдруг на этом растении какой-то красивенного вида цветочек. Кстати, тоже выгорает от того, что жарко. У нас еще отопление, еще ж март месяц, и солнце у меня шпарит. И хотя стеллаж здесь, радиатор здесь, большое расстояние, но там солнечное освещение, и, короче говоря, им жарко. И они вот так, девочки, выгорают. Но я люблю вот такое вот все странное, непонятное. В этом году, конечно, моя азиатская скрипка, если это она, немножко пожадничала в плане цветения. Так, это вот она там стоит. Ближе сюда стоит каменная роза. Сейчас, девочки, у меня тут еще юкидан прям под самым носом. Я его так обхожу. Вот он. Мощный фаленопсис, конечно. Обалденный. Так вот. Ой, надо пробраться в джунглях. В общем, розочка красавица. На 5 бутончиков. Я вам уже ее показывала в предыдущем видео. Очень такая клевая. Долго держит. Так, что там у тебя? Надо поливать. Я ей сейчас так вот водички налью. Где-то до сих пор. А азиатская скрипка, как-то вот она в этом году на один цветонос. И всего лишь раз, два, три, четыре, пятый цветочек. Ну ладно, хотя бы так. Учитывая условия, которые у нас в этом году сложились с отоплением, с освещением. Ну, розочку я люблю. Я не знаю, кто не любит розочки. Девочки, это странно, если вам не нравятся каменные розы. Они невероятные. Так, выгорел мой красивый Golden Apple. Был такой прямо загоревший, красивый. Что делает жара? И вот летнее цветение тоже вот такое вот. Да. Ну, розочку это не коснулось. Мне кажется, она просто позже открыла свои цветочки. И поэтому она еще такая в самом соку. И она вообще поплотнее. Я смотрю, что выгорают вот такие вот тонколепестковые, они быстро выгорают. Так, опускаемся ниже. Смотрите, кто у меня здесь. Красавчик. Только вот недавно открыл бутончик. Как же он называется? Вулу. Я вечно хочу сказать вуду. Вулукейшн. Пилор. Девочки спрашивали, кто такие пилоры. Пилоры — это орхидеи, фаленопсисы. Возможно, и среди нефаленопсисов есть такие, встречаются варианты пилоричности. Пилоры — это когда больше, чем одна ось симметрии. То есть обычно у цветка одна, у стандартного, да, одна ось симметрии. То есть если провести ось, то одна половина симметрична другой. То у пилоров
этих осей симметрии больше, чем одна. Это искусственным путем выведенная, так сказать, мутация. В данном случае я ее называю тюльпанчик. Ну да чего уж красота. И вы знаете, вот у этого фаленопсиса каждый сезон на один цветочек больше. Начинали мы вообще там с одного или с двух, по-моему, с двух. В этом потом было 3, а теперь 5. Видите? Смотрят, конечно, они в разные стороны. Я его не формировала, а девчонки там, вижу, формируют, что-то там делают. У меня вот так вот. Пока так. Так, здесь у меня такая вот из храма розовая нежность. Интересная. Смотрите, на 2 цветоноса. Такая прелесть вообще. А потом, значит, у меня здесь Joy Angel Voice Panda. Распустила, наконец, все свои бутоны. И смотрите, она типа как Измаэли тоже теряет цвет. Вот так открываются совсем недавно открывшиеся новые бутончики более ярко, а эти первые уже вот так вот, смотрите. Слушайте, что-то здесь вообще вижу. Лепесточек присох. Сепалия нижняя, как будто кто-то ее поел, да? Ну, не знаю. Цветоножка вроде еще в нормальном состоянии. А ну, дорогая, все в порядке, на тебе нет признаков покусов? Ой, девочки. Так, здесь у меня мой хоткис, красавчик. Умничка, молодец. Пора, девочки, всех поливать. Здесь у меня сейчас прям будет полив. Смотрите, кто у меня еще открыл свои цветочки. Такой вот. Ой, да там у нас новый листочек. Вот такой лист у него сизый. Платина. Платина. Это я все забываю, как его звать. Bronze Maiden. Да, Bronze Maiden со своим интересным нежным цветением. Посмотрите, да? Обалдеть. Первое цветение азиатского Bronze Maiden на 4 бутона. Очень красивая орхидея. Ну, аромат я не уловила, девочки. Ну, подождите. Но мне кажется, что что-то есть цитрусовое. Хотя это меня сбивает рядом стоящая парфюмерка Арома 68. Хотя нет. У нее другой совсем запах. Здесь, наверное, все имеет какой-то вот свой тонкий аромат. Даже те, которые без аромата. Но я думаю, все равно что-то они выделяют для привлечения опылителей. Ну, красота. Ну, какова красота. Да, девочки? Бабочка. Кот-воробей. Да-да, не смейте. Не смейтесь, Леолин Sparrow Cat. Воробьиный кот. Странное название. Так, о, второй бутон Патрик открыл. Что ты там такое завернул нам? А ну, покажись. Ой, я даже боюсь его разворачивать. У него в этот раз 4 бутончика. Красавчик такой, желто-лимонный. Тоже пилорик. Купленный мною в бутике орхидей с большой скидкой из-за того, что он был практически не жилец. Доброго вечера. Свет нам выключили. Эх, девочки, ну любуемся в лучах заходящего солнца. Я уж раскатала губу, что мы сегодня будем с электричеством. Класс, да? Так, ну вот яркой лампочкой для нас будет вот эта красота. Желтая, сверкающая Яфон. Леопард, я знаю. Golden Jaguar или Леопард.
Леопард. Девочки, я балдю от этой орхидеи. Я на картинке ее видела. Ну, понятно, красивые картинки. Но когда у меня открылся первый бутон, это просто упасть не встать. Ну, я вам скажу, смотрите, вот, ну, тот, который открылся вот, да, вчера-сегодня, и тот, который вот первым открылся там дня 4 назад. Видите, теряет цвет, яркость цвета уходит. Но все равно это такая прелесть. Девочки, размер небольшой. Вот смотрите, 2 фаланги моего пальца. Но, блин, это ляля. Так ляля такая интересная. У меня даже все мои домашние, когда увидели, я говорю, что скажете? Они такие, ничего себе. Ой-ой-ой. Так, тут бутон. Сразу вот первое цветение на 5 бутонов. Но она просто не похожа ни на кого из представленных выше. Но жалко, что она теряет свою яркость свою, вот эта желтая, да? У кого такая есть уже взрослая, расскажите, как она в уходе. У меня ж не пересажена, еще сидит там он в своем стаканчике. Вот. Ефон что-то как выдаст. И у Соня тоже красота. Так, спрашивали меня за мою Модесту кто-то в комментариях. Она же у меня приболевшая была, цвела. И цветонос есть. Я ее в керамзит отправила, дабы, как я делаю, спасти. Девочки, ну вот. Главное, что жива, вся в топсине. Пока роста корней не вижу. Это, кто не знает, Модеста, это очень, девочки, очень ароматная орхидея среди фаленопсисов. Это, вон там корни. Это тоже корни? Большой стакан, потому что такая длинная корневая. Это такая самая ярко пахнущая, мне кажется, в мире фаленопсисов орхидея природник. Ну вот, пока что в таком виде. Я ее вытянула с коры отовсюду, в общем, засадила ее в керамзит, дабы нарастить корней и дабы спасти. Так, вот там моя японская, как она называется? Сидерея японика. Еще ни разу не цвела, но что-то там растит, свои листочки, но еще корешки сейчас пока не растит, но пока нормально. Ну, если это можно назвать нормальным, но вроде как вот новый лист выпустила. Сидерея японика. Так, кто тут еще на этой полке из цветущих? Ну якидан я вам показала. Как его, блин, показать? Он вот такой. На 6 цветочков, но очень большой. Вот такой вот красавчик. Ой, господи, девочки, он у меня чуть не слетел. Обережно. Так, здесь у меня ниже Санта-Клаус мой. Санта мой. Открывает биглипчик свои бутончики. Причем у него два цветоноса. Вот этот один цветонос, девчонки. Жалко, темно. И вот второй цветонос. Вот. О, этот уже даже распустился. У него такой средней величины цветочек. 3-4, ну сколько, 4-5 сантиметров, да? 5 даже нет, наверное, 4 сантиметра в этом сезоне. А может всегда так, но не крупный. Ну такой прикольный, чистый Санта, смешной. Так, девочки, вот у меня второй бутон. Первый я вам показывала, непонятно что. Второй нормальный, красивый бабочка. Это бургундия. Слушайте, буду ее отсюда вытаскивать и тоже пересажу, скорее всего, в этот самый, в плагрон. Красавично. Ой. Так, ход киса вам показала. Он, конечно, намного крупнее, чем
Санта намного крупнее. Санта цветочек в 2 раза меньше. Ну, это у меня вот в этом сезоне. Не знаю. Может, потому что 2 цветоноса и так как бы немало цветочков. Ну, как немало, и немного, и немало. Но вот эти, конечно, красавцы. Что говорить, да? Так, и здесь у меня открыл первый цветочек, и единственный. Это первое цветение у этого фаленопсиса. Даже не знаю, пахнет он или нет. Ой, он пахнет. Вот и все, оно пахнет таким цитрусом, лаймом. Ты кто? А ты кто? А ты кто? Слушайте, а что это, Аня? Ты, как всегда, без опознавательных знаков? Ой, девочки, а я не знаю, кто это. Скорее всего, ну, посмотрим корешки в плагроне. Кому интересно рост орхидей в плагроне, вот в горшке бусинка растут. Единственное, что я помню, лист сняла один желтый. Слушайте, это кто-то из мету, наверное. Какой-нибудь дракон. Но ароматный. Или это мишка какой-то. В общем, это какая-то фердиперсовая орхидея, которая вот так цветет. Впервые у меня. Слушайте, и вот как можно было не подписать и потерять маркер? Это невероятно. Обратная сторона медали вот такая. Ну что, классная, мне нравится. Все же отличная от других. Видите, восковая, плотная, ароматная, значит, будет долго цвести. Ой, ну этот, конечно, вау. Это тоже такой вау. Кто любит тюльпанчики? Кто-то любит бабочки, кто-то любит бабулетки, кто-то вот эта бабочка, тюльпанчик, бабочка, стандартик, стандартик, стандартик. Ну, вы знаете, все красивые, все вообще великолепные. Так, я доснималась видео, что теперь буду в потемках лазить. Вот я вам покажу свою. Девочки, у кого там классно растет Виктория Лейс? Вот моя в шариках. Вот новый лист. Вижу, этот собрался отмирать. Корней нарастила. Вот видите, сколько. Уже надо ее в больше. Один раз цвела. Как только приехала от садовника, был цветонос. Красивая, конечно, дама. Красивая, но вредная. Ну, вредная. Так, у меня здесь еще готовят бутоны. Кто это у меня тут готовит бутоны? По-моему, это калейдоскоп. Да. 15, сколько? Ну вот, видите. 35, что ли? 35-17. Калейдоскоп. Это тоже, по-моему, пилоричный. Красавчик. Вот такую веточку гонит. Он в крупных кусочках коры с мхом сидит. Ну вот что-то верхние корни. Ой, кто-то тут на тебя налип. Видите, эти липучки, вот на них налипает всякая моль, которая вдруг здесь решит завестись. Там еще у меня цветонос. Здесь у меня один цветочек будет у малышарика. Так, ну тут в основном на реабилитации. Ой, я вам сейчас покажу вот эти мои последние от Ольги Вовк, да? Интересные орхидеи. Вандаенопсис пульчерима. Вот, наконец-то, смотрите, проснулся. Я его вот так засунула в горшочек, там водички вниз наливаю, туда бряшками. Гляньте на него. У него цветонос. И корни рвут шею. Но он цвевший у садовника. Видите, он следы от цветоноса. И, в общем, там мне решил тоже
подарить цветение. Ну, сколько будет цветочков, не знаю, даже не помню, как он там цветет. Вот новые корни выпустил. И еще один вместе с ним приехал. Но этого здесь внизу плагрон, потом мох. Это какая-то пульчерима, да, по-моему? Господи, Аня, где стикер? О, Господи. Но здесь нету пока никакого движения. И где же делся стикер? Короче, найду в заказах и напишу на горшке. Где я деваю эти стикеры, я не знаю. Девочки, я хотела вам показать вот этот взрыв мозга. Представляете? Кто любит растущие корни, вам нужно купить морковку. Посмотрите, что творится. Я вчера подошла, вот так села, говорю, боже мой, писать картину. Вот новый рост и вот такой взрыв корней. Но это вот нормальное явление для морковок. Представляете? И не только у этой, вон там, гляньте. Это просто отвал башки. Вот бы так у фаленопсисов, да? И чтобы в грунт, в горшок. Так, а вот здесь хоть и есть ростики новые, но там корешки туда уже ушли, уходят, не видно. Ну, это просто, я думаю, девочки, надо вам показать, потому что это просто великолепно. Еще нельзя поливать, пока не спрячутся в грунт. Вот уже можно, конечно, было бы пересадить, но я не хочу трогать. Вот пока корни вот в таком вот состоянии сверху грунта, можно аккуратненько пересадить. А еще лучше, когда их нет, только ростик появился. Ой, ну тут еще места много. Пускай сидят. Еще это мои морковки здесь. Так что вот так вот. Так, и закончим наше видео вот такой красотой от Пенифа. Смотрите, какой красавчик. Я ему цветонос закрепила в начале пути, так, чтобы он был не паникающий, а прямо стоячий. И вот такой вот красавец, красавец. Летом, конечно, цветение летнее Пенифа не яркое, а сейчас просто ягодка, вишенка на торте. Итак, девочки, вишенка на торте — это Пениф. Достаточно плотный. Он, когда, я скажу вам, есть немножко аромат. Спрашивал меня кто-то из девчат, ребят в комментариях, пахнет ли, ароматит ли Пениф. Да, он ароматит. Слушайте, у меня цветоносы там вообще согнулись вот так и туда вниз утащили цветы. Скоро орхидею за собой поволокут. Короче, он пахнет, когда жарко в комнате. Не обязательно на него там свет падает. Он начинает ароматить от того, что температура повышается. А вот в летнем цветении он может быть вообще вот такой розовый, без этих фиолетовых вкраплений. Но тогда он не такой красивый. У меня летом цвел там на пару цветочков. Я вообще его не узнала. Ну, пах, ароматил. Сейчас, конечно, он красавец. Вот в осеннем сезоне цветения все орхидеи более яркие. А вот если уже цветение летнее, они все не яркие. Я смотрю, что мой Magic Art потихонечку, потихонечку скидывает свои цветочки, которые в первую очередь у него появились. Тут у него, он смотрит в окно, там у него целый букет. И вот эта моя желтая тоже разошлась, смотрите, какая красивая, да? Цветонос в этот раз дала прям замечательный такой, красавица. Ой, люблю желтые орхидеи. У меня, кстати, их собралось немало. Поправляю. Так повыше, чтобы было. О, красота. Тоже выгорать начала. Солнце с окна начала терять свою привлекательность. Красопета. Так, пират.
Пират Пикот не отстает. У девчонок бабочки, у меня стандарт. Вот один цветонос пошел туда, видите? И он, кстати, может его растить и растить и растить. А этот идет сюда. Он мне тут мешает. Я тут туда-сюда швендию, он мне мешает. Надо думать, как его развернуть, повернуть. Главное, чтобы ничего не упало. Сейчас, девочки, доснимаю видео и тут что-то сделаю так, чтобы... Он тоже, видите, как улегся? Тын-дын. И в окно. Но все тянутся к свету. Такая тыльная сторона у пенивчика. Так, я чувствую, что сегодня полив закончу уже, знаете, когда уже совсем темно будет, под фонарик буду поливать. Сейн, красавчик, Сейн. Мне муж подарил. Ой, мне муж столько надарил орхидей, очень много. Вот это вот, девочки. І море тих квітів, куди подув вітер. Вот обратите внимание, цветок у этой орхидеи не просто как у белых орхидей обычной формы. Он невероятный. Облако. Роскошь. Каждый год, каждый сезон. Вау, восторг. Просто вау. Так, я же хотела ее развернуть в комнату цветочками. Точно. Надо будет сейчас сделать. И котяра наш любимый. Котик. Что он делает? Он доращивает бутоны. Он доращивает бутоны. Ой, плотный такой. Молодец. Кустик у меня переродился. Переродился. Видите, как будто как заново растет. Нормально. В этом горшочке ему понравилось. Так, а здесь, кстати, вот у этой желтой, у нее была проблема с тем, что она пересыхала. Я ей сделала, девочки, фитилек. Прям сюда в дырку засунула. Это режу вот этот рулон с полотенушками кухонными. Короче говоря, даю ей водичку. А у этой, у белой, корней просто ужас как. Но мне нравится, когда такое безобразие. Это ж прям как в джунглях, да? Вот так орхидея свисает с дерева. И такое кубло корней. И 2 листика. Ну тут больше, чем 2. Но обычно, да, вот в природе, там тех листиков не найдешь. Там 2 ушка торчит, 2-3 ушка. И цветет, привлекает опылителей. Ой, блин, какая красота. Ну, здесь моя тайсука Анна. Одна из 2, у меня 2 их. Растет в плагрунчике, в стаканчике. И вот это вот моя новенькая. Даймонд, по-моему. Dream Diamond. Помню Diamond. А как там? Не помню. Я ее показывала в Фейсбуке. Девчонки видели. Ой, плотная, красивая. Девочки, я ее засадила вот так. Хотите верьте, хотите нет. Растет. Ой, ой, ой. Треснула ей по ушку. Хочу показать вам корни. Ну вот. Немного, но есть. Сейчас покажешь, она не это самое. Пока цветет, она пока в анабиозе. Она цветением занялась и держит, ждет опылителей. Так, и еще одна у меня орхидея. Здесь из фаленопсисов. Все так же цветет моя Джулия. Один цветонос, и он второй. Видите, вон там цветочки. И вот эта вот розовая красота, даже не знаю название, она там уже выцвела. 2 цветоноса, вот там хуи ее замотали, залюбили. В общем, она там в джунглях цветет. Никто ее не видит, только видно ее горшок и 2 розовых цветоноса. Представляете? В джунглях. Но эти красавишные просто. Все, девочки, 35 минут я вас обнимаю. Кто был со мной до последней секундочки, помашите ручкой в комментариях, как там ваши орхидеюшки. Напишите, кто радует.
кому вы сегодня отдаете, так сказать, ветку как это? Ну, короче, пальму первенства. Ой, сейчас покажу, кто у меня еще распустился. Я чуть не забыла про нее. А она что-то у меня вообще стоит. Это орхидея Даритинопсис. Вот у нее вид фаленопсиса, но это Даритинопсис. Они такие более мощные Даритинопсисы. И вот у меня такая вот, у нее там название такое интересное. Мне девочки подсказали. Она у меня очень давно. Чан Хуэй Ред Роуз. Понятно? И вот она вот сейчас, наверное, вообще ее сейчас, наверное, и не купишь. Не знаю, кто видел такую. Вот она у меня здесь. Такая красота. Вообще тут внизу, далеко от света, но цветет. Она каждый год цветет. Слушайте, надо ей сделать подставочку, чтобы она тянулась туда, высоко к окну, к свету. У нее вот такой цветок интересный. Red Rose. Даритинопсис. То есть не фаленопсис, а даритинопсис. Я вас удивлю, у вас среди фаленопсисов, если вы хорошенечко там поузнаете, почитаете, у вас, возможно, 1-2, а может и 3 даритинопсиса есть. Так что вот так вот. Мне кажется, что они более стойкие. Ну, как бы, так мне кажется. И вот у них, вот интересно, это не даритинопсис. Я про пенифа. Но вот это точно даритинопсис. Где-то читала отличие фаленопсиса от даритинопсиса. Такого визуального практически нет. Но есть такое наименование даритинопсис. Вот мой. Так, все, девочки, обнимаю. На этой оптимистической ноте шлю вам самые наилучшие пожелания в этот вечер. Главное, мирной ночи. Пока-пока.